Друзья, сегодня делаем классический шашлык. По-азербайджански, по-бакински, как вам больше нравится. Вот эта половинка весит 7 кило. То есть сам баран был около 14 килограмм. Ну, сейчас мы его чуть-чуть почистим, тушку разделаем, нарежем и все, шашлык. Кс-кс-кс. Так, срежем по шину. Срежем вот это хозяйство, оставшееся без пары. Оно нам еще пригодится. Так, это у нас нога. Это у нас половина седла. Шикарнейшие куски. Это шея, которая на шашлык в принципе не идет. И вот так. Зато шея шикарно идет, на бугламу подходит. Передняя ножка. Вот она. И вот это половина реберной коробки. Самые сладкие кусочки. Так, это здесь надо будет на колоде сделать, друзья. Наверное, вас название сегодняшнего ролика удивило. Какую половину выбрать, что это вообще означает. Да, немножко я как бы с юмором отнесся к этому делу. Ну, что я хотел сказать. Значит, когда вы покупаете целого барана, здесь все понятно. Говорит, и вот, говорит, горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется. Да, с целым бараном, то есть все ясно. Взял и там разделаешь уже на свое усмотрение. Но часто бывает, что целый баран много. И даже чаще бывает, что берут половину барана. Или часть. Ну, допустим, человек на 10, если компания 10-12, нужно, наверное, пол барашки взять. И возникает вопрос, а вот какую половину взять барана? Друзья, если в компании среди гостей много детей, то наверняка, вы сами знаете, дети захотят или люля-кебаб, или хотя бы такие черненькие кусочки, да, то есть такие целые кусочки, без жира, без пленок, без косточек. В этом случае лучше я предлагаю, лучше взять задок барана, то есть его заднюю половину, то есть две большие ляжки с курдюком. Одну крупную ляжку мы пускаем на люля-кебаб, добавляем половину курдюка туда, делаем шикарный люля-кебаб, а из второй половины мы делаем мелкие такие квадратные кусочки мяса. Квадратные кусочки на шашлык.
Друзья, а если в компании много мужчин, и тем более, если они еще и пьющие, то лучше брать передок барана. То есть, где много вот таких кусочков. Ребрышки, много жира на ребрышках, на косточках. Такое что-то более мужское, да, так скажем. И еще есть две передние лапки. А из лапки и шеи что мы делаем? Обязательно бугламу. Две голени и шеи идут на шикарную бугламу. Человек на 5-6 хватит. Но из остальной части тоже получается отличный шашлык. Так что вот это мое видение, опять-таки. Я так вижу. Это каждый может размышлять по-другому. Сегодня я взял половину такую, в продольную половину. У нас это, говорит, ярым шакка, да, этот, как полтуши. Да. Из которой он как бы, она универсальная. То есть там есть всего по чуть-чуть. Потому что у меня сегодня компания будет такая универсальная. Будут и дети, и женщины, и мужчины, и так далее. Не знаю, оказалась ли эта информация для вас полезной. Ну вот как-то так. Это у нас голяшка. Это у нас на что идет? На бугламу. Друзья, вот здесь в ляжке бывает крупный лимфоузел. Вот он такой. Его желательно удалять. Опять-таки, если останется, ничего ужасного не произойдет, но лучше удалять. Вот такие кусочки. То, что я говорил, дети любят. Чистое мясо. Шоколад. И вот этот кусочек, друзья, это, как говорится, седло барашка. Это тоже шикарные кусочки считаются. Вот так, друзья. Вуаля, посмотрите. Маленький барашек он был, правда. И мясо вот столько вот получилось. А, ну я забыл про это мясо. Это у нас на бугламу уже пойдет. Это деликатес не для всех, друзья. Не все его едят. Но если кто ест, то очень любит. Вот оно. Так, нарежем лучок для бастырмы, для маринада. Значит, сегодня у нас все будет классическое, друзья. И маринад также классический, какой мы используем в Баку, в Азербайджане для баранины. Это только лук и черный перец. И мясо это оставляем в этом луке, в перце, всего лишь на 2-3 часа. Это вполне достаточно для баранины. Так. И все, мясо наше отправляем уже сюда. Это отдельно. Вот так лучком засыпаем, чуть-чуть выжимаем его. Теперь поперчим черным перцем. Солить нежелательно. Ну, вообще на короткие маринады можно на час, на два. Но если дольше, на 5-6 часов, тем более на ночь, когда оставляют мясо, то солить ни в коем случае нельзя. А то соль просто все соки вытянет из мяса. На час, на два не страшно. Но я не буду солить. Прямо уже перед отправкой на шампура, перед нанизыванием, уже это дело посолю. Сейчас вот это мясо, летом я бы, наверное, отправил в холодильник. Сейчас абсолютно нет никакой надобности. Пусть часа два постоит, пропитается хорошенько в луке, в перце и начнем жарить. Все. Так, друзья, пока у нас маринуется мясо, мы займемся овощами. Вот наши демьянки, баклажаны. Мы с ними как поступаем. У меня немножко курдюк был. Нарезаем его вот такими длинными
дольками внутрь. Хорошенько солим. Все. И поступаем вот так со всеми. Помидорчики у нас хоть и зимние, но тоже это классика, да, без помидоров шашлык не шашлык. И один шомпур, друзья, это спец для любителей курдючка и не только. И вот он этот не только. Помните, да, его? Это у нас яичко. Его уже можно сразу посолить хорошенько. Друзья, мясо наше хорошенько постояло. Часа 2,5 где-то. Этого вполне достаточно. Начинаем нанизывать. И вот эти нижние части ребер. Так называемые семечки. Друзья, пока уголь такой яростный, еще даже пламеет, идут овощи. Тимьянки, помидоры и перчики. Это все мы обжарим. Как раз за это время огонь успокоится, угли успокоятся немножко, и уже настанет черед мяса. Все подготовим, чтобы все было готово. Перчики готовы, друзья. Перчики быстро горят у нас. Их надо в первую очередь снимать. Курдючок как запекается внутри демьянок. Смотрите, друзья. Они тоже уже почти у нас готовы. Еще чуть-чуть твердоватые. Друзья, баклажаны, они же демьянки готовы. Посмотрите на этот курдючок, запекшийся внутри. Помидорки тоже дошли, друзья. Снимаем. Вот так. Ой, какой все горячий. Картина маслом. Вот так. Это наш овощ. А вот для мяса угли сейчас в самый раз, друзья. Смотрите, какие. Просто шикарные. Побелели. Все в норме. Приступаем к основной части. Вот оно, мясо. Кусочки. Ребрышки.
Вот так мы их кладем. Опираем на соседа. И здесь, я думаю, мы в середине немножко потеснимся, да, друзья? Вот для этого нашего спец-деликатесного шомпура. А запах уже пошел, да? Моментально. Ага. Ага. Уже мясо меняет цвет. Теперь сделаем вот так, друзья. Перевернем этот. И опять на соседа. Ребрышки, я имею в виду. Друзья, курдючок готов. Посмотрите, какой цвет. Янтарный. Это любителям курдючка. И вот этого деликатеса. Так, ребрышки дошли. Все, ребрышки снимаем. Все, сейчас на всякий случай на срезе посмотрим. Все. Все дошло, друзья. Пересушивать ни в коем случае нельзя. Рукой все-таки удобнее всего снимать. О, смотрите, как мясо дошло. И все-таки, что не говорится, друзья, какое бы ни было изысканное блюдо, не знаю, самое такое изощренное, лучше шашлыка, вкуснее, по-моему, пока еще ничего не придумали. Мясо на углях — это просто фантастика, это очень вкусно. Посмотрите на это мясо, да. Как же это вкусно, ребята. Все-таки баранина. Мясо бесподобное. Друзья, теперь вот этот курдючок хочется попробовать. Ну уж очень он аппетитно выглядит, посмотрите. Супер. И вот эту вот деликатесную вещь я, с вашего позволения, тоже попробую. Чуть-чуть я его досолю. Вот таким образом. Оп.
высшее. Очень вкусно. Много его не съешь. Немножко приторно, но из-за этого и немного в животном. Ну и, конечно, вот такой классика, ребрышко. Жирок здесь самый вкусный. Фантастика. Друзья, спасибо большое, что смотрели меня. До свидания, до новых встреч на нашем канале.